Яков Поэтому Иосифович, да, проблемы очень серьезные на Украине. смотрите, вот эти очень серьезные проблемы, ну, там же как принято, виноват Путин, ну, кошка бросила котят, это вот Путин. То есть вы так вначале охарактеризовали поляков, но там правда звучат такие от Сикорского заявления, что вот это в России там КГБ поменяет Путина, отстранит, придет преемник, и он будет договариваться. Точно так же говорят о том, что вот Зеленский, там его заменит Буданов, сейчас там вот эта сходка, очень интересная конференция по безопасности Яценюка киевская, туда пригласили принца Гарри, он там дает месседж Путину, мол, давай заканчивать, и вообще этот Яценюк, тоже Пинчук, олигархи, всех, пир во время чумы, если на них так посмотреть, потому что на самом деле, ну, у них форум безопасности с дорогими гостями. И на этом форуме якобы там и Буданов был, и вот поменяют сейчас Зеленского, и вот не Зеленский, а кто другой подпишет мир. А, Должны ли это закончить Путин и Зеленский вдвоем между собой, вот эту войну? Вот это главный, наверное, вопрос. И что вообще вы думаете насчет вот этих официальных запросов, когда Украина подает навстречу Зеленский, Путин, Эрдоган и, может быть, Трамп? Трамп говорит, они так ненавидят друг друга, Зеленский и Путин. Ну, елки-палки, вы правильно делаете акцент, что 5 лет уже близится, ну 4,5 года, вот мы приблизимся к отметке. 5-й год идет война. Уже действительно многие не представляют, как было до этой войны. Многие не представляют вообще, как было до 2014 года. Это уже кажется там какой-то сединой, непонятной историей, былью, там, античностью какой-то. Понимаете? Ну, античностью уже кажется СССР с тем укладом, который был, в принципе, который создал Украину такой, которую сейчас добивают и воруют и разворовать не могут. Кто должен, собственно, закончить этот момент? Вот этот набор руководителей или другой набор руководителей? Ну, слабое звено в этом – это Зеленский, а не Путин. Шансов на смену Путина, ну, только в воспаленном мозгу Сикорского может быть такой вариант, в котором несуществующее КГБ найдет нового преемника. Он вообще знает, что сегодня в России происходит? Он знает, что такое ФСБ сегодня. А он слышал что-то про Росгвардию? А у него в его голове какой-то вопрос возник, а для чего нужна Росгвардия? А почему есть Росгвардия и ФСБ и армия? Может быть, это как раз по математике. 3 точки самые устойчивые. 3 точки опоры – это самая устойчивая система. А он говорит, вот КГБ. КГБ расформирован в 93-м году. В 91-м, вернее. О чем он говорит вообще? А ФСБ – это не КГБ. СВР точно не КГБ. Я эти службы знаю хорошо. Так что это простая вещь. Но в ответ на ваш вопрос договариваться могут. Есть два вида договоренности. Первое между Путиным и Трампом. Договорятся – будет мир. Не договорятся. Тогда может быть вариант, когда Трамп скажет, вы, мальчики, играйте сами в этой песочнице. Тогда Украина становится с Россией 1 на 1. Ну да, есть Европа, которая не играет никакой роли в решении конфликта. Она играет роль только в одном – подпитывание сегодняшней Украины и поставка частичное вооружений. Большая часть которых
Европа должна покупать у Соединенных Штатов. У нее нету этих вооружений. А денег у Европы не так много. Почему? А экономика просаживается. В Ну, Германии закрываются заводы. нет, это понятно, но они могут напечатать, это все-таки евро, это все-таки... Не-не-не-не-не. Нет, ну смотрите, Евро, евро, многие, евро, мно- евро, в отличие от доллара, не так быстро печатается. смотрите, многие говорят о том, что это в принципе вот эти 90 миллиардов на 2 года в кредит, ну это в принципе не очень там большие деньги. Все же сейчас аналитики говорят, что это не так дорого. Даже у нас украинские депутаты говорят, вот мы не так дорого обходимся Европе. Ну так а чего? Какое хорошее дело война? Почему не продолжать? Это неверно, они говорят. Вот что сказал 3 дня назад канцлер Германии? Он сказал чудовищную вещь. Положение Германии может привести к тому, и, скорее всего, это будет. Мы перестанем платить пенсии. То есть это не просто, что в Европе какой-то мелочи не хватает. Что значит европейская страна, как Германия, самая сильная экономика? Говорит, а мы пенсии платить больше не будем. Работайте до гроба, если хотите выжить. Это что, от хорошей жизни? Это от того, что процветает экономика? От этого закрываются заводы в Германии. Из-за этого Volkswagen закрывает заводы и хочет разрабатывать новые автомобили. Это не Volkswagen, а во Франции, Renault. Новые автомобили с китайскими разработчиками. Французских уже не хватает. Если во Франции и в Германии закрываются заводы, это значит, экономика не очень. А если Германия и другие страны хотят перевооружить свою армию, это огромные деньги. Заново создавать многие виды вооружения, строить заводы. А военное производство, оно денег не производит, оно их тратит. У нас, кстати, Покупать оружие кто будет? у нас, кстати, Германское правительство, а где оно их возьмет? забывают, Деньги. что, да, что снаряд он не приносит какой-то Снаряд не дополнительной приносит. стоимости. Снаряд приносит выгоду военной промышленности, как говорит Трамп. Но это в богатом государстве. Когда у страны есть много денег, чтобы закупать оружие. А если количество денег все больше, все меньше и меньше, что надо сокращать основное, что есть в социальной службе в любой стране, пенсия, надо ее отменить, то пусть мне не рассказывают эти специалисты, что 90 миллиардов долларов – это все ерунда. И потом, за счет чего Европа хочет давать 90 миллиардов долларов? За счет идеи фикс, что Украина их покроет из-за замороженных российских активов. А если наоборот? А если Европе придется платить России, вернуть все активы и платить проценты за то, что она их удерживает? Такой вариант они не рассматривают. А как он может быть реализуем? А вот как было с германской экономикой после 18 года? Она выплачивала репарации всем странам. То есть такой вариант они не рассматривают. Они рассматривают вариант только своей победы. А вариант своего поражения они не рассматривают. Это для них не существует. То есть надеяться на то, что все уладится. И все будет хорошо. И вот то, что мы написали в наших решениях, так оно и будет. Несмотря на то, что ничего не произошло за 4,5 года. Это безответственность.
надеяться только на это несерьезно. Поэтому европейская экономика вот сейчас, она получила сильнейший удар из-за блокировки Ормузского залива. Кто пострадал? Европа. После того, как у нее нет российской нефти, она осталась и без нефти с Ближнего Востока. Ну, дружбу же запустили. Дружба, при всем уважении к дружбе, это решает проблему Венгрии, это решает проблему Мадьяра, это, может быть, решает проблему Австрии, но это не решает проблему Европы. Тем более по этим ценам. Дружбу Россия запустила, но нефть-то по дружбе пойдет по новым ценам на нефть. То есть, насколько это помогает Венгрии, это да. Но насколько это помогает российской экономике? Еще больше. То есть, все эти расчеты, они базируются почему-то на... Вот когда есть три варианта, они предпочитают вариант, выгодный им и полезный им. Говорят, вот этот вариант будет. Но действительность она другая. Я уже говорил много раз, я очень долго жил. И я видел очень много в жизни. И очень редко варианты, любые, военные, политические, развиваются по наилучшему для тех, кто составлял эти планы, говоря, сценарию. Нет. Ни война, ни политические события, ничего. Так что не надо полагаться на свои предпочтения. То есть можно их учитывать, но нужно учитывать, а есть другие события, потому что никто же не играет в шахматы сам с собой. Есть противники, есть другие страны, есть другие явления. И чем страна меньше и слабее, тем она больше зависит от других явлений. Яков Иосифович, давайте все-таки на вопрос, как бы резюмируем ответ по поводу сторон, кто будет договариваться. Вы так сказали, договорятся, в общем, Трамп и Путин. Но мы же видим, как Трамп договаривается. Вот вам по Ирану. Вроде как переговоры. Полетели в Исламабад, министр иностранных дел Ирана. Там уже есть какие-то делегаты, представители США. Сорваны на этой неделе были переговоры, но вот вроде сейчас есть надежда. Истекает перемирие. Но Аль-Джазира сообщает это вот сейчас, мы в прямом эфире, что Аракчи не будет встречаться с американцами. Но он едет, да? У него там турне по региону, он едет туда. Вот мы же видим, что это кризис жанра переговорного. Ну вот как бы не о чем, не с кем, некак договориться. И вот когда мы просто отзеркаливаем действительность вот этих переговоров, да, где у Ирана своя жесткая позиция, где у Трампа своя игра, где он уже всех победил и всех там как бы всех к ногтю и уран забрал, плюс какие-то интересные подробности вылазят по поводу играх на бирже, очень интересных людей, даже кость бросили по поводу того, что ой, солдатик какой-то там знал и на поле-маркете чего-то Да, может, выиграл. один из спецназа из силы Дельта. Ну, то есть, понимаете, много вот этого всего витает вокруг, но сути нет. По сути нет продвижения ни по Украине, ни по Ирану. Так, а как они могут договориться? Вот и получается, вот сейчас в Иране заканчивается перемирие, сейчас такой период ни мира, ни войны. По Украине вообще все глухо в плане переговоров. Переговоры как жанр себя изжили. Есть огромная разница между ситуацией на Украине и ситуацией с Ираном. Трамп ведет переговоры с позиции сил. На что он надеется в этих переговорах? Что он сейчас сделал, когда он блокировал Ормузский залив? Он набросил петлю на шею Ирана. Душит Иран экономически. Ни один литр топлива из Ирана не уходит. Точнее, $1 за основное, что есть в Иране, энергоносители Иран не получает.
Иран больше месяца с такой веревкой на шее не протянет. Денег нет. Просто-напросто нету денег ни на что. Это одно то, что хочет делать Трамп. Второе. Вот сказали от его имени, что он объявил, продляет перемирие от 3 до 5 дней. Интересно. А рядом было маленькое сообщение, не оттуда, что третий авианосец Джордж Буш прибудет на Ближний Восток от 3 до 5 дней. А последние дни сплошной воздушный мост на Ближний Восток. Боеприпасы, солдаты, боеприпасы, солдаты. Последнее, что перебросили, серьезное, кроме боеприпасов, эскадрилью самолетов F-18A. Что это такое? Это самолеты морской пехоты. Корпус морской пехоты уже находится там. А сейчас перебросили к нему и авиацию морской пехоты. То есть Трамп надеется в переговорах на то, что угроза применения силы заставит иранцев пойти на его условия. И он не исключает совершенно, что если они не пойдут, тогда небольшой серьезный удар по Ирану заставит их пойти. Ну, Потому что подождите, Иран ничего не может сделать. предыдущий не заставил. Да, но предыдущим не было тех целей, которые сейчас. Они думали, что к этому не придут. Потому что чем угрожает Соединенные Штаты сегодня Иран? Первое. Уничтожение всех электростанций. Это не проблема. 100 электростанций. Полчаса работы американской авиации. Полное господство музыки. Обесточить Иран. И он может это сделать. Второе, он сказал, вся транспортная система Ирана будет уничтожена. Все мосты будут взорваны. Нет мостов, никто ничего не едет. Третье, нефтеперерабатывающая промышленность, нет топлива. Говорит, не поможет уничтожить систему водоснабжения в Иране. В Иране проблема с водой. То есть он в переговорах использует свою угрозу или применение силы, которая давит на экономику. Причем не просто давит, а удушает страну. Это его план. Это совершенно не подходит ситуации между Россией и Украиной. Но почему, как ни рыба, ни мясо, он ведет себя в этом вопросе решения войны по Украине? Что, Россия и Украина? Его не просто так принц Гарри критикует, он ему там как-то отвечает, это все так мило смотрится, по-светски. Принц Гарри, пусть он разберется со своей женой. Ну, принц Гарри, у него со своей страной есть конфликт, с его семьей есть конфликт. Чего он лезет? Не в свои дела, в которых он ничего не понимает. А потом с каких-то пор в королевской семье Великобритании разбирались в международной политике. Он вообще знал год назад, где находится Украина и что такое Украина. И чем Украина отличается от Молдовы. Он вообще-то знал? Ой. Принц старый. Ну, это же не серьезно. Ну, к королевскому дому в Великобритании относятся с уважением. При одном условии. Вы, пожалуйста, ни во внутреннюю, ни в внешнюю политику не суйтесь. Вот ездить к аборигенам Африки королева Великобритании может, чтобы оказать им уважение. Но не дай бог заниматься политическими проблемами. Так что принц Гарри это даже не смешно. Но ни у России, ни у Украины нет ощущения того, что другая сторона настолько ослабела, что она пойдет на усилие.
И нет ощущения, что у каждой из сторон есть достаточно силы, чтобы заставить другую сторону пойти в усилие. Но это не то, что происходит с Ираном. У Ирана нет возможности сопротивляться Соединенным Штатам сегодня. Обесточение Ирана, которое может занять полчаса, это сильнейший удар по стране. Ну, нам то же самое говорили, когда Россия била по энергетике, что можно там... Она не могла уничтожить, она не повредила украинскую энергетику. Она не обесточила Украину. А Соединенные Штаты это могут сделать совершенно спокойно. То есть Россия не может обесточить Украину и загнать в каменный век и этим бравировать на переговорах. Она практически этого не делала. То ли потому, что она не решилась, то ли потому, что она не могла, это уже другой вопрос. Факт. Россия не поставила задачу обесточить Украину. То, что сделали американцы сейчас. Армузский пролив блокирован. Иранские суда не выходят. Ну, И ни одно выходят там Не, штук... это, ну, штук 30-40 уже насчитали, которые прошли мимо. это иранцы насчитали. Иранцы умеют считать. Их прислушайтесь к подсчету. Они уже уничтожили в прошлой войне 35, более 20 истребителей F-35 на израильских аэродромах. Пока ни одного израильского самолета они не сбили. Ни над Ираном, и тем более в Израиле. Ну, не важно, но они считают. Но в отношении Ирана американцы могут его удушить экономически. И никто этому не может воспрепятствовать. Иранцы могут грозить, а вот мы в ответ ударим по арабским княжествам. Что, Америка от этого холодно лежит? Ну, вообще-то да. Арабы держат и шейхи кучу трежерис американских. Арабы и дальше будут держать. Чем больше иранцы бьют по арабским странам, тем ближе они их толкают к Соединенным Штатам. Ну, понятно, те просят денег. Не денег они просят. Денег у них сколько достаточно. Кто просил деньги, это американцы. Они просят защиты от Ирана. А защита от Ирана в их выражении – это то, что сказали княжество Залива, это то, что сказала Саудовская Аравия, то, что они сказали. Добейте их. Добейте эту власть. Это они просят от американцев. Это не укрепляет ненависть арабов к персам. Традиционно, многовековую. Арабы не любят иранцев. Арабы не любят турок. А кто кого вообще любит, Яков Иосифович? Никто, Нет, никто никого не любит. Нет, никто Нет, никого не любит, это верно. Не, ну смотрите, мы можем просто тоже брать кучу разрезов исторических пластов, да, таких вековых там, да, и можно вообще сказать, что у украинцев с россиянами 300 лет войны, представляете? Там, ну, вот это вот все постоянно воюют. Это все как-то просто облик приобретает какой-то такой пропаганды, что кто-то кого-то не любит. Важно, что Трамп не может решить вопрос. Но нет, почему он не может? Не может. Ну как, он никак не может решить вопрос Украины. Вопрос Ирана тоже не может, потому что Иран уперся, там Зеленский уперся, то есть все... Это разные вещи. Иран уперся, когда у него нет карт для игры. Во что он уперся? Ну, они показали свои карты, они показали свои ракеты, показали свое ПВО, то есть они все показали. Традиционная вражда и ненависть, и нелюбовь, они есть у всех стран. Что, поляки любят украинцев? А немцы обожают поляков? А латыши любят литовцев? А литовцы, как они влюблены в поляков? И наоборот? Нет. Но ситуация, когда одна страна атакует другие страны, неважно, как она это объясняет. То есть эти две страны находятся
практически в состоянии войны, хотя арабы не воюют против Ирана. Но когда, я уже говорил, когда израильский начальник генштаба ведет разговоры и обмен информацией с начальниками генштабов арабских армий во время войны о том, как проходят военные действия, и координируя их, это не просто не любовь, практический результат. Но, опять-таки, в отношении того, что происходит, я хотел сказать, это я хотел бы сказать многим блогерам и многим специалистам. Есть такая русская поговорка. Дуракам половину работы не показывают. Война не кончилась. Война идет. То есть вы думаете, будут бомбить? Концентрация американских войск вокруг Ирана достигла небывалых размеров. И она продолжается. Закончится ли она только угрозами или перейдет в военные действия, я не могу обещать, потому что есть человек, которого зовут Трамп. Что он решит, и да. Мгм. Но то, что у Ирана положение тяжелейшее, и Соединенные Штаты в состоянии удушить иранскую экономику, это факт. Да, друзья, подведем итоги нашего... Посмотрим, чем это закончится. Но это, Ну, опять-таки, не та ситуация, которая между Россией и Украиной. нет, понятно, но нет решений принципиальных, понимаете? Вот о чем как бы смысл этой всей Принципиальное дискуссии. решение зависит от соотношения сил. Только. Только. Это не академический спор. Это не спор двух талмудистов, как толковать тот или иной закон или что. Это война интересов, а война интересов заканчивается соотношением сил. Ну вот по поводу соотношения сил. Сегодня сообщили, что на Львовском Лычаковском кладбище нет мест. Это вот нам как бы показывает. Ну, нет мест. Вот и все. Вот говорит нам это что-то о соотношении сил России и Украины или нет? Потенциально у России намного больше сил, чем у Украины. Она более сильна демографически, она более сильна экономически, она более сильна с военной точки зрения и способности производить вооружение. То есть, если говорить о войне на истощение, то Украина истощается намного быстрее. При всех тех отрицательных явлениях, которые появляются в России на российскую экономику. Но ущерб Украины от войны намного больше, чем России. Экономический, государственный, социальный, демографический. Демографически это же не только и не столько погибших на фронте или коллег, а те, которые покинули Украину. Самое дорогое, что есть у любой страны, это ее люди, это ее население. Если сегодня, по разным оценкам, на Украине осталось 20 с небольшим миллионов населения, может, аж 30, вместо 52, которые были в 91 году, это даже не катастрофа. Ведь уехали кто? Самые активные, самые эффективные, самые продуктивные. У них была возможность. И я еще добавлю, с деньгами. Не наворованными, заработанными. То есть это демографический такой удар по Украине. Сильнейший. Была страна, которая с трудом перенесла этот удар, это Ирландия. Когда большинство ирландцев покинуло Ирландию. И заняло более 100 лет, пока Ирландия в мирное время оправилась от этой катастрофы. Сегодня это катастрофа на Украине. Без войны та же самая катастрофа в Прибалтике. Когда 70% выпускников медицинских учреждений в Латвии
по окончанию медицинских учреждений оставляют Латвию. Это европейский диплом. Они могут работать врачом в любой стране Европы. Это Европейский Союз. А в Латвии не хватает врачей. Да, друзья, значит, нападет ли Россия на Европу? Подводим итоги опроса. 18%. Пока есть Украина, нет, а там посмотрим. В принципе, может. 19% да, допросятся. 27% Европа нападет на Россию. И 36% говорит, что это нет, это все пугалки. То есть аудитория, основная масса, или это Европа будет нападать, да, или это все пугалки. Поэтому, в общем-то, ничего не нужно ожидать. Но, знаете, как-то все равно кисло от этого. Нам же, как говорят там европейские политики, вот вы еще 2 годика повоюете, 3 годика повоюете, вот повоюете, а мы типа тут пока подготовимся. Некоторым плюются, говорят, да елки-палки, мы уже 4-5 воюем, а вы говорите еще. Так готовьтесь быстрее. Или, ну, в общем, видят за этим очень большой, на самом деле, огромнейший обман за вот этой риторикой. Это не обман. Кому нужна безжизненная Украина в таком Это... случае? А Украина это нужна им только для войны с Россией. Сама по себе она же никого не интересует. Вот этот бельгийский начальник генерального штаба сказал, к 28 году мы создадим европейскую армию, которая сможет начать войну с Россией. А пока пусть Украина воюет. То есть что он сказал, если перевести на нормальный язык? Пусть Украина платит кровью своих граждан и, возможно, российских, пока мы наберем силы воевать с Россией. Это Бельгия. Я хочу напомнить про Бельгию. Еще до 60-х годов в Бельгии были зоопарки, в которых сидели люди из Африки и из Океании в качестве животных. Это бельгийцы в Конго, используя детей на добыче полезных ископаемых, если ребенок не соблюдал норму, ему отрубали руку. 7-летнему ребенку, чтобы другие знали, что норму надо выполнить. Это Бельгия. И так же, как они смотрели на африканцев, они смотрят на Украину. Только это белые негры, жизнь которых ничего не стоит, которые должны на них работать. Даже кровопускание. Черт с ними. Это европейская мораль. Колониальная. У этих стран же всех были колонии. Они смотрят на все страны и народы восточнее них, как на белых негров, которые не равны им. А чего тогда у себя греют ни белых, ни негров, а разного рода Не мусульманские смогли, они не народы? греют, они просто у них не хватило в их, так сказать, либерастской истерике остановить этот поход. Для них все было неожиданно. Когда уничтожали Каддафи, он незадолго перед смертью сказал, это мы защищаем Европу от волн из Африки. Нас не будет, а не Африка захлестнет Европу. Они убили Каддафи. Из-за того, что у французскому президенту надо было покрыть то, что Каддафи дал ему взятку. 50 миллионов долларов. Уничтожили страну. Ливия до сих пор еще не восстанавливается. Но они, Господь Бог справедлив. Через Ливию вся Африка ринулась в Европу. А Европа была не готова ее защитить.
Духу у них не хватало. А теперь уже поздно. А потом то же самое было с Сирией, с Афганистаном. А потом, как Европа смотрела на это? Это дешевая рабочая сила. Вот в Польше, как они смотрят сейчас на тех украинцев, которые живут в Польше? Плохо смотрят. Плохо, да. То есть понятно. А с другой стороны говорят, а если они уедут, кто же будет заниматься грязными черными работами? Это да, это точно. То есть украинцы для поляков белые негры, дешевая рабочая сила, дешевая скотина, или как по-польски скот, быдло. Так они всегда смотрели, так они сейчас смотрят. Они же культурные, они же европейцы. А немцы Они... смотрят на поляков так же, как поляки смотрят на украинцев. А французы также смотрят на немцев и на испанцев. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. В режиме Блиц пройдем несколько вопросов. Клуб, сообщество, чат-трансляция обязательно. Поэтому, ну, вот лаконично попрошу, Яков Иосифович, чтобы большее число просто уважить людей, которые там готовились, писали вам вопросы и ждали нашей Ну встречи. да, понятно, я постараюсь. Так, Анна, вопрос уважаемому Якову Иосифовичу. Допустим, США и Израиль побеждают Иран, что вполне реально. А что делать с общественным мнением и мнением европейских политических по поводу Израиля? Израиль стал токсичен в этом поле. Еще лет 10 назад от немецких политиков я слышала фразу «Израиль– фашистское государство», но мы в силу исторических причин не можем это сказать открыто. Прошли годы, и это мнение завоевывает страны. Молодежь радикализирована по этому вопросу. Какой выход для Израиля? Как сломить этот тренд? Кажется, эта проблема похуже, чем открытая война. Нет, нас это не пугает. Это неприятно. Эти круги, которые не относятся отрицательно к Израилю. Ну, так что дальше? Как сказал э, э, один израильский юморист, Франки Шон, он родом был из Венгрии. Он сказал, мы предпочитаем, чтобы нас не любили, чем нас оплакивали. Так мы на это и смотрим. Так, значит, Олег просит, дайте свою оценку потерям сторон в этой удушающей войне. Мне трудно давать, у меня нет материала. Я не могу основываться ни на чем, кроме слухов или сплетен, или дезинформации, а это не мой путь, я так не делаю. У меня просто нет. Можно дать не реальные оценки, но какие. Но вот то, что вы сказали про Львовское кладбище, это показатель. Но он не показывает, сколько было. А какие цифры назывались с тех или других сторон, я могу сказать, что 35 тысяч погибших украинских солдат по версии Ну, Зеленского. уже 55, да. Это, а? Это у вас устаревшее, там, 55 тысяч. Уже 55. Это даже не смешно. Это очень и очень грустно. Любовь задает вопрос. Многие считают, что 7 октября провокация организована именно с США совместно с предателями в Израиле. Как вы относитесь к этой теории? Ну, это абсолютный бред, факты, которые этого не подтверждают ни в коем мере. И что США представили план Хамасу. Это США дали идеологию Хамаса, которая требует уничтожения Израиля. Нет. Кто вооружал? Соединенные Штаты вооружали Хамас? Или Хизбаллу? Нет. А насчет предателей в Израиле? Ну, в этом я бы напомнил им
о предателях 1936, 1937, 1938 года в Советском Союзе. Привет из Киева от пользователя. Недавно дроны через страны ЕС залетали в Россию. Россия выставила адреса производителей. Пока удары по НАТО от России кажутся чем-то нереалистичным, но все же эти провокации и напряжения могут перерасти хотя бы в пару зеркальных ударов, обменов ракетами. Они уже идут зеркальными ударами, но не совсем зеркальными, одно на другое, но это может развиваться и дальше. Если завтра украинский дрон по ошибке, не специально, пойдет в детский сад, Мгм. тогда российское правительство не сможет сдерживаться. И наоборот, то же самое. Война, как говорил Суворов, пуля дура, бомба тоже. Штык И молодец, ракета да. дура. Она может отклониться. Она более сложная. Но чем более сложная, тем более страшны результаты в результате технической неполадки или человеческой ошибки. Яков Иосифович, Израильский музей Холокоста обвинил Россию в искажении истории, связанных с Холокостом, в связи с решением России учредить День памяти жертв геноцида советского народа, без упоминания о еврейских жертвах. Насколько я знаю, евреи тоже были частью советского народа, почему о них в контексте этого Дня памяти надо упоминать отдельно. Мы не упоминаем отдельно. Есть совершенно справедливая политика России и подход России, что нацисты уничтожали советских граждан. Это проблема советского государства или российского государства, которое является наследником Советского Союза. И если погибло во Второй мировой, в Отечественной войне 27 миллионов советских граждан, то большая часть это были гражданские, представители всех национальностей. Это не освобождает нас о том, что в первую очередь и поголовно всех уничтожали только наш народ. Мгм. Русских пытались сократить их население на 30 миллионов славян. Но не шло поголовное уничтожение всех русских. А евреев уничтожали всех. Почти все евреи на территории, оккупированной нацистами, были уничтожены. Часть с помощью местных властей. Рекорд в этом держит маленькая свободная страна Эстония. Уже августа 1941 года Эстония была объявлена Юденрайн, очищена от евреев. Поэтому совершенно справедливое отмечание и уничтожение народов Советского Союза, но оно не противоречит трагедии нашего народа, которая была и в рамках Советского Союза, и независимо от этого. Первых уничтожали евреи. Василий, Одесса. Яков Иосифович, в прошлом эфире вы негативно высказались о политических блогерах. Сказали, мол, ничего не понимают, вещают ради денег. Вопрос. Скажите, пожалуйста, но в российских политических ток-шоу участвуете на общественных началах? Это даром? И хотелось бы услышать ваше мнение касательно высказываний Соловьева в адрес Бонни. Спасибо вам за ответ. Мира и добра. Ну, меня сегодня спросили из Ленинграда, брали интервью, видел ли я Бонни и знаю ли я, что это такое. Мгм. Я сказал, да, я видел ее выступление. Я говорю, ну,
Истеричная женщина говорит то, что трудно понять, что она хочет. То, что ей болит, да. То, что это женская истерика со слезами, да. Ну а чего она хотела? Какую проблему она поставила? Какую проблему, что ее можно обсуждать? Оскорбление женского достоинства в России? Я не знаю, пусть те, которые ее, которых впечатлило ее выступление, пусть они ответят на вопрос, а что там было? А зерно выступления что? Кроме плача, женской истерики, что там еще было? Ну, Путин не знает, от него скрывают информацию о реальном положении дел, как тяжело в России. Ну, посыл такой, Путин, Тяжело в слышь. чем? Тяжело в экономике, тяжело в жизни. Она же этого не сказала. Она говорила об оскорбленном женском достоинстве. Нет, ну это подождите, она говорила Это это же... в ответ на соловьевские вещи, это было обращение. Нет, А, это уже было потом, когда они вошли в дискуссию. да. А насчет выступления Соловьева, я не считаю, что он вообще должен был относиться к ее истерике. Ну, сказал и сказал. Это что, серьезный разговор о чем-то? Если кто-то считает, что она повлияла, ее выступление повлияло на настроение российского общества, скандал вокруг ее выступления, он больше повлиял. Не реагируйте на такие вещи. Тем более, что там не на что было реагировать. Да, она сказала, вот президент не знает, что происходит. Знаете, что мне это напоминает? 9 января. А государь-император не знает. А вот эти чиновники от него скрывают положение народа. Провокация папа Гапона. Мгм. Так, значит, а что известно Якову о нашествии инопланетян, в кавычках? А то всякие спикеры разгоняют всякую пургу про искусственных, реальных инопланетян, концлагеря для землян, плюс ученые-уфологи старались странным образом пропадать. К чему бы это? Я не знаю насчет пропажи ученых. Вот. Насчет инопланетян, я вообще-то интересовался именно инопланетянами в научно-фантастических романах, когда я был подростком. Больше я ничего о них не знаю. Все эти сообщения, которые есть, они, мягко выражаясь, не выдерживают проверки фактами. А с другой стороны, я могу сказать, что если есть инопланетяне, что когда они издали познакомились с Россией, с Землей и населением Земли, они сказали, лучше нам пока от этих примитивных существ держаться подальше. Это точно. Так, вот такой еще вопрос из сообщества, и заглянем в чат. Значит, Оксана пишет. Сегодня Министерство обороны Китая с большой делегацией находится с официальным визитом в России. По заявлениям министров обороны обеих стран можно предположить, что готовится важный документ по оборонному сотрудничеству Китая и России. В мае ожидается официальный визит Путина в Пекин. Будет ли подписан военный союз? Возможно, да. Будет ли, я не знаю. Вероятность того, что то, что происходит в мире, и самое главное, что произошло именно при Трампе. Он сказал, у Соединенных Штатов есть военная сила, самая сильная армия в мире. А теперь я ей буду пользоваться для решения международных проблем, которые касаются меня. То есть готовность использовать военную силу в международных отношениях сегодня, по крайней мере, на уровне мировых держав, Соединенных Штатов, резко повысилась.
И это естественно, что и Россия, и Китай озабочены этим и могут принять какие-то решения оперативного порядка, как в военном сотрудничестве, так и в военно-политическом сотрудничестве. В ответ на то, что использование военной силы может превратиться в норму поведения. И тогда они готовятся противостоять этому, если это коснется их национальных интересов. Например, в отношении Китая. Если будет достигнута победа Соединенных Штатов в Иране, это поставит под угрозу поставку энергоносителей в Китай. А во-вторых, блокирование Ормузского залива не Ираном, а Соединенными Штатами. Это может быть и Малакский пролив. А Малакский пролив – это удушение Ирана. То есть сегодня мир меняется. И использование военной силы становится более вероятным, и серьезные страны к этому готовятся. Яков Кедмин был моим собеседником сегодня. Яков Иосифович, спасибо большое за время, мысли и общение с аудиторией. Друзья, благодарю, что посмотрели этот выпуск, это видео. Поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях. Что понравилось, что не понравилось. Главное и самое главное, самое важное. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся. Я только хочу сказать, мне абсолютно не интересует, нравятся кому-то мои выступления или нет. Я не артист, играющий на публику, чтобы сорвать аплодисменты. Мне важно то, что я говорю, подтверждается фактами и развитием событий или нет. А вот что об этом думают, нравится кому или нет. Я не женщина, чтобы всем нравиться. И я не артист, который должен всем нравиться. Но все равно напишите. Не, Друзья, пожалуйста, они пишут не для меня, они пишут, чтобы выразить себя. Это естественно, пожалуйста. мало мест. Я к этому отношусь с пониманием. Мало мест, где выразить себя. Поэтому, друзья, давайте понимать друг друга. Вот это вот самое главное. Увидимся. До скорого. Хорошо.